Путин резко обратился к Зеленскому. Поставлен ультиматум. В Киеве говорят о походе российской армии на Одессу, а Германия реагирует на отказ Кремля Мерцу. Украина на грани банкротства. ЕС идет на опасный и беспрецедентный шаг. Решение в течение ближайших часов будет принято. Путина призвали уйти и сдаться. Заявление о смене власти в России. Кто заговорил об изменениях в Кремле? Вернуть земли и ресурсы. Предупреждение, объявление войны, поднятие палубной авиации, операции и вторжения. Внимание мира приковано к действиям США. Бунт военных против президента, видео нападения и заявление о свержении, провокация в ядерном государстве. Эрдоган наносит удар в спину Путину и выставляет требования Москве и объявление чрезвычайного положения государственного уровня. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, как и всегда, прямо сейчас нажмите, пожалуйста, лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Украина на грани банкротства, и теперь ЕС стоит перед опасным и беспрецедентным выбором. По оценке МВФ, уже в ближайшие 2 года Киеву потребуется 137 миллиардов евро. И получить эти деньги нужно срочно, уже к весне. Иначе экономика может просто не выдержать. Об этом пишет Associated Press. Именно поэтому на саммите ЕС, который пройдет 18-19 декабря, европейцы, как пишет западная пресса, будут решать чрезвычайно рискованный вопрос. Использовать ли десятки миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Европе, для финансирования украинской экономики и армии. Еврокомиссия предлагает схему, которую никогда раньше не применяли – задействовать российские деньги как обеспечение для крупного кредита Украине. Поддержка есть, но ставки огромные. Европейский Центробанк предупреждает, что такой шаг может подорвать доверие к евро и создать опасный международный прецедент. Ситуацию осложняет раскол внутри ЕС. Венгрия открыто против помощи Украине и блокирует альтернативный план, а Бельгия опасается возможной мести со стороны России, поскольку именно в Брюсселе хранятся замороженные активы. Заплатят каждому. Маршалловы острова запустили первую в мире государственную программу безусловного дохода с выплатами в криптовалюте. Каждому жителю страны раз в 3 месяца дают около $200, чтобы помочь справиться с ростом цен. Деньги можно получить обычно на банковский счет или чеком, а можно и в электронном виде, в криптовалюте. Власти говорят прямо, это не зарплата, а поддержка, чтобы людям было легче жить и чтобы они не уезжали из страны. Правда, большинство людей выбирают старые способы – деньги в банке или на бумаге, а криптовалюту пока получают всего несколько человек. Программа безусловного базового дохода финансируется за счет трастового фонда, созданного в рамках соглашения с Соединенными Штатами. Частично он предназначен для компенсации Маршалловым островам десятилетий американских ядерных испытаний. В фонде находится более $1,3 миллиарда активов. При этом США обязались внести еще $500 миллионов до 2027 года. Немецкий удар по карманам. В Германии отменяют известное социальное пособие Bürgergeld и вводят новую систему соцпомощи с жесткими санкциями. Под ударом миллионы получателей, включая украинских беженцев. Кабинет министров ФРГ одобрил реформу. Пособие Bürgergeld заменят на новую базовую социальную помощь, а правила станут строже. За отказ от предложенной работы или пропуск встреч в центре занятости выплаты будут резко сокращать, а в отдельных случаях полностью отменять, включая оплату жилья. Цель реформы – заставить людей быстрее выходить на работу, а не жить на пособие. При этом власти признают, больших бюджетных сбережений реформа не даст. Сегодня помощь получают около 5 миллионов человек, среди них украинцы, бежавшие от войны, которые имеют право на Bürgergeld наравне с гражданами Германии. Закон должен вступить в силу летом следующего года, если его одобрит парламент. Значительной экономии бюджета за счет этих изменений не ожидается. В Министерстве труда заявили, что сокращение расходов достигается не за счет санкций, а за счет интеграции людей в рынок труда и уменьшения числа получателей пособий. Москва и Вашингтон вновь за столом переговоров. Россия и США возобновят переговоры о мире в Украине в эти выходные в Майами. В Америку летит Кирилл Дмитриев. Разговор будет с Уиткофом и Кушнером, которые представят детали последних переговоров в Европе. Об этом пишет издание «Политика». При этом Путин накануне обвинил США в начале войны, заявив, что к вооруженному конфликту привела администрация Байдена, а также европейцы, которых он сравнил с подсвинками. Одновременно прозвучало обращение Путина к Западу и к Зеленскому, речь о том, что Киев должен идти на условия России. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна
их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. В Минобороны РФ при этом дали понять, далее цитата, «ключевая задача на следующий год – сохранить и нарастить набранные темпы наступления». Мировая пресса трактует эти слова как объявление о продолжении войны и в следующем году. В Верховной Раде при этом уверяют, идти на сделку с Москвой и отдавать Донбасс – это проигрыш. Если это произойдет, под контроль России рано или поздно перейдет даже Одесская область. Стратегически это важно. Именно поэтому, как то, что я говорил, это то, что если мы один раз на это согласимся, то завтра мы будем отдавать юг. Вот увидите, мы отдадим Херсонскую область, отдадим Николаевскую, отдадим Донецк, отдадим Одесскую область. Потом у нас будут требовать Запорожскую область. Это факт. Зеленский же потребовал защиты, далее цитата, от российской истории сумасшествия и теперь ждет ответа от Трампа. Мы услышали из Москвы очередные сигналы о том, что следующий год они готовят как год войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели. И важно, чтобы они не только видели, но и реагировали. В частности, партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия якобы хочет закончить войну. Но из России звучит совершенно иная риторика, другие сигналы, в том числе в виде официальных распоряжений их армии. А Берлин тем временем отреагировал на отказ Путина Мерцу. Речь о рождественском перемирии, которое предлагал немецкий канцлер. Дамы и господа, Берлин сделал все возможное в дипломатическом плане в последние дни и часы. Больше он не может сделать. Но все те, кто сейчас считает, что одной дипломатии достаточно, чтобы закончить эту войну, должны вспомнить, что сказал президент Путин в ответ на мою публичную просьбу хотя бы сложить оружие на Рождество. Дамы и господа, ответ на эту просьбу не мог быть более циничным и жестоким. Война США против Венесуэлы, вторжение, операция и ультиматумы – одна из главных тем последних часов. Трамп выступил с обращением к нации, напряжение вокруг Венесуэлы резко выросло. В своей речи президент США заявил не только о вызовах и своих достижениях за практически год на посту, не только о внутренних проблемах Америки, но и, как и прежде, о том, сколько войн завершил и что собирается делать дальше. И говорил не только об Украине и о решительных шагах для защиты американских интересов. Он обвинил тех, о ком часто говорил в своих речах ранее, в угрозе безопасности и дал понять, что Вашингтон не отступит. Еще за несколько часов до выступления Трампа его большой сторонник, ведущий Такер Карлсон, публично предположил, что США фактически вступают в войну. Кроме того, перед обращением Трампа, согласно данным Flight Radar, у берегов Венесуэлы была поднята палубная авиация США. В небо ворвались истребители F-18, 2 самолета радиоэлектронной борьбы и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. СМИ писали, появление таких машин в воздухе почти всегда означает подготовку или отработку сценариев боевых действий. За сутки до обращения к нации Трамп заявил о полной морской нефтяной блокаде Венесуэлы, а перед обращением заявил, что Каракас должен вернуть Америке всю нефть, землю и другую собственность, которую они ранее украли у Вашингтона. И США хотят получить назад все права на черное золото, добавив, что справедливость будет восстановлена. Венесуэла уже потребовала срочного заседания Совбеза ООН из-за продолжающейся агрессии США. Об этом говорится в письме в адрес 15 членов Совбеза, с которым ознакомилось агентство Рейтер. Путина призвали уйти и сдаться. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас развернула разговор. Она заявила, что обсуждать выборы в Украине бессмысленно, пока идет война, и нет прекращения огня с гарантиями безопасности. И тут отправила сигнал Москве, заявив, что в России уже 25 лет не было свободных и честных выборов. При этом добавила, что в любой конституции есть запрет на выборы во время войны, потому что внутренние политические бои ослабляют страну перед внешним врагом. Сместите фокус. Проблема действительно заключается не в Украине. Проблема в России. Но в каждой конституции, которую я знаю, есть запрет проводить выборы во время войны. Причина в том, что в политике выборы – это всегда время, когда все цепляются друг другу в глотке. В случае войны, когда у вас есть внешний противник, выборы не проводятся, потому что вы слабее, если сражаетесь друг с другом. В то же время в Украине растиражировали новое заявление бизнесмена Коломойского из зала суда. Он считает, что Зеленский не пойдет на второй срок. Такой вывод Коломойский сделал, потому что до сих пор Зеленский не нашел замену Ермаку. Раз не ставят начальника администрации, значит решил уйти вместе с Ермаком.
Госпереворот. Военные пошли против президента и устроили бунт, мятеж, в результате которого Макрон бежал. Франция, как ядерная держава, оказалась без главы государства. Такое видеосообщение о том, что на улицах Парижа хаос, уже просмотрели 13 миллионов раз. Страна гудит из-за публикации ролика. Макрон задействовал все свои силы и опровергает информацию. Он остается на посту. А сообщение в прессе – это фейк, созданный искусственным интеллектом. Во Франции обсуждают то, как нейросети устроили переворот, и часть людей в мир на секунду в это поверила. В соцсетях взорвался срочный репортаж о якобы свержении Макрона. Ночной Париж, солдаты с оружием, вертолет над Эйфелевой башней, паника на улицах. Фейк сработал. Один из африканских лидеров напрямую написал Макрону, что у вас происходит. При этом сам Макрон потребовал убрать видео и получил холодный ответ от Фейсбука. Правила не нарушены. Однако вскоре ролик был удален с той страницы, на которой был опубликован. В то же время он разлетелся по другим соцсетям. Давайте посмотрим, как это выглядит. И, внимание, это все сгенерировано искусственным интеллектом. В настоящий момент неофициальная информация действительно указывает на то, что во Франции происходит государственный переворот под руководством полковника, личность которого не раскрывается, и президент Франции Эммануэль Макрон, возможно, был смещен. Сорван украинский флаг. Новый министр МВД Чехии начал с жесткого символического шага. С фасада Министерства внутренних дел по его приказу сняли украинский флаг. Теперь перед входом только флаг Чехии и Евросоюза. Остальные, как пояснили в МВД, будут вывешивать лишь по особым поводам. Напомню, украинские флаги висели на госзданиях Чехии с 2022 года как знак солидарности с Киевом, но новая правящая коалиция еще до выборов дала понять, символическую поддержку пора сворачивать, и МВД стало одним из первых. Ранее похожий шаг уже сделал спикер Палаты депутатов Томио Окамура, и тогда вспыхнул также скандал. Оппозиция назвала это позором и демонстративно развесила украинские флаги у себя в кабинетах. В то же время общество, похоже, поддерживая такие действия. Более 70% чехов одобрили снятие украинского флага с Палаты депутатов, и почти 40% населения предпочли бы видеть только чешские флаги на государственных зданиях. Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, проведенного агентством НМС. Объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Все службы работают в повышенном режиме. Одесская область в центре внимания. После массированных ударов по энергетической инфраструктуре ситуация официально признана чрезвычайной наивысшего уровня. Выше уже только военное положение. Решение принято на уровне областной военной администрации, потому что последствия атак оказались критическими. Более 50 тысяч человек уже свыше 3 суток живут с серьезными перебоями электроснабжения. Местных ресурсов для стабилизации ситуации недостаточно. К ликвидации последствий подключается центральная власть. В регионе вводятся экстренные меры экономии электроэнергии, бизнесу настоятельно рекомендовано отключить иллюминацию и декоративное освещение, приоритет отдан больницам, объектам жизнеобеспечения, пунктам несокрушимости. Государство срочно перебрасывает в громады дополнительные средства из резервного фонда, в первую очередь на топливо для генераторов. Присвоение статуса ЧС государственного уровня – это прямой сигнал. Удары ВС РФ по энергетике вывели регион за пределы обычного кризиса. Теперь Одесская область в зоне приоритетного реагирования всей страны. Отдельным решением комиссия поручила начальникам военных администраций, главам общин и органам национальной полиции провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями относительно необходимости минимального использования иллюминации и декоративного освещения с целью экономии электроэнергии для населения и объектов критической инфраструктуры. Накануне в Верховной Раде камни полетели в сторону Зеленского, раскритиковал его депутат-одессит Гончаренко. Он заявил, что в Раде не говорят об Одессе, и вспомнил слова Зеленского, который обещал блэкаут в Москве. При этом в темноту погрузились Одесса, Чернигов и Сумы. Удар в спину Путину. Эрдоган хочет, чтобы Россия забрала свое и отдала Турции $1 миллиард. Bloomberg пишет о развороте Анкары от Москвы из-за необходимых Эрдогану отношений с США. По данным издания, план президента Турции таков. Путин должен забрать обратно российские ЗРК С-400, которые Анкара купила у России почти 10 лет назад. Причина проста. США поставили ультиматум: либо российские ракеты, либо возвращение Турции в элитный клуб
с американскими истребителями F-35. Вашингтон давно давит на Анкару, американцы прямо говорят, пока С-400 остаются в Турции, о F-35 можно забыть. Именно поэтому Эрдоган сначала обсуждал этот вопрос с Дональдом Трампом в Белом доме, а затем уже с Путиным на встрече в Туркменистане. Источники Bloomberg утверждают, отказ от российских систем может принести Анкаре сразу несколько бонусов: снятие американских санкций, доступ к современным истребителям и восстановление оборонного сотрудничества с Западом. Более того, Турция хочет вернуть до $1 миллиарда, потраченных на С-400, и рассматривает вариант компенсации через скидки на российские энергоносители. В Анкаре не скрывают расчета, стоимость С-400 ничтожна по сравнению с тем дипломатическим и военным капиталом, который Турция может получить, вернувшись в строй союзников НАТО. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган поднял этот вопрос в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время встречи в Туркменистане на прошлой неделе, после аналогичных обсуждений, которые ранее состоялись между чиновниками двух стран, по словам источников, знакомых ситуации. И напоследок о том, как мошенники напоролись не на того пенсионера. В Германии телефонные аферисты дважды попытались развести 85-летнего мужчину, и оба раза сами попали за решетку. Во время очередного шок-звонка мужчина спокойно сыграл роль жертвы, пообещал 10 тысяч евро и золото, а его дочь в это время вызвала настоящую полицию. Курьера взяли с поличным. Это уже вторая ловушка, устроенная этим семейством. Осенью прошлого года мошенники были уверены, что успешно получат 60 тысяч евро. На деле же курьера также задержали прямо на месте предполагаемой передачи денег. А схема простая, и ею часто пользуются и в странах постсоветского пространства уже много лет. Полиция назвала поведение пожилого мужчины и его дочери образцовым. В обоих случаях мошенники утверждали, что он должен внести деньги в качестве залога за родственницу из-за смертельного ДТП, чтобы спасти ее от тюрьмы. В сентябре 2024 года преступники назвали племянницу пожилого мужчины в качестве обвиняемой, в самом свежем случае – внучку. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего дня, не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.